Привет! Меня зовут Юрий. Я владелец 3 ресторанов. А еще я много путешествую, интересуюсь гастрономическими традициями разных стран и рассказываю о них на этом канале. В этом видео я отправляюсь на юг Франции, на Лазурный берег. Я специально отправляюсь в этот регион в середине января для того, чтобы избежать толп безумных туристов и бесчувственного сервиса, которым так известен этот регион в туристический сезон. Вместе мы пойдем на знаменитый и нетуристический рынок в Ницце, посетим вкусный ресторанчик, ориентированный на местных и отмеченный наградами самых престижных гастрономических гидов. Молча, без болтовни, поглазеем на Ниццу и на ее лазурные воды. Посетим деревеньку С, известную по фильму «Любовь вслепую» с Алексом Болдуином. Побродим по одной из самых красивых деревень Вильфранш-сюр-Мер. И потом на ужин я приготовлю одно из самых вкусных местных блюд. Проще говоря, я проведу вас по местам, где было вкусно не только моим рецепторам, но и моим глазам. В Ницце вас не покидает чувство, что вы в Италии. Это неудивительно, ведь, как многие из вас знают, Франция, а точнее Наполеон III, затребовали у Пьемонта эту область в качестве оплаты за поддержку освобождения от Австро-Венгрии и последующей за этим объединения Италии. Вы только посмотрите на эту воду. Может, поэтому побережье называют лазурным. Вот почему это побережье называется лазурным. Январь, а вода лазурная. Даже сейчас, в январе, этот лазурный цвет просто завораживает. Меня буквально умиляют сотни бабушек и дедушек, приехавшие из дождливой холодной Европы Англии, которые занимают эти металлические лавочки и глазеют на море. Когда-то я ездил на Лазурку исключительно летом, и каждый раз был разочарован огромным количеством туристов, пробками и хамоватым отношением официантов. Именно поэтому поездка в январе или феврале, на мой взгляд, лучшее время для того, чтобы насладиться не только красотами побережья, но и внимательным, доброжелательным и чутким французским сервисом. А вот это местные сладости. Ни одна сладкоежка не сможет пройти мимо. В этом маленьком магазинчике каждый раз, когда я в Ницце, я покупаю гастрономические гиды или кулинарные книги, или книги известных шеф-поваров для моих шефов, для шефов моих ресторанов. Впервые за много посещений я вышел из магазина и ничего не купил. Книг, к сожалению, сдается все меньше, покупают их все меньше, люди все больше получают информацию из интернета, и даже гастрономические гайды, путеводители тоже практически не продаются. Печалька. А давайте поговорим про кухню Лазурного побережья. Как вы думаете, много о ней можно сказать? Вообще ничего. Потому что этой кухни не существует.
Вот если вы покопаетесь где-нибудь в интернете, то найдете, скорее всего, два блюда, которые якобы характеризуют эту кухню. Салат нисуаз и марсельский суп буябес. Только вот в чем дело. Салат нисуаз — это, практически салат из остатков. Из того, что у вас завалялось в холодильнике. Какое-то яйцо, какая-то картошка, консерва в виде тунца и так далее, и так далее. А вот буябес — это марсельский суп. Но Марсель не совсем относится к лазурному побережью. Есть ли хорошие рестораны на лазурном побережье? Полно классных ресторанов. И мы в них отправимся обязательно в ближайшие дни. Что-то я уже проголодался. Но прежде чем есть, давайте сходим на рыбный рынок Ниццы. Это место не для туристов. Рыбный рынок в Ницце. А вот он, рыбный рынок в Ницце. Это точно не туристическое место, здесь покупают только местные. Посмотрите, красота. Соль 35 евро. Ну и здесь же фрукты и овощи рядышком. И это в северной части города. Здесь совсем нет туристов. Здесь покупают только местные. Вот это именно тот рынок, на котором рестораторы, шеф-повара покупают свои продукты. Спелая мягкая хурма. Я обязательно ее возьму. Здесь сразу 3 ресторана, отмеченные Мишелин и Гомио. Вот такое меню дня, написанное на доске, и приятное, элегантное пространство. Вот такая маленькая кухня, это просто отвал башки. Посмотрите, на таком маленьком пространстве ребята работают. Ресторан Ла Секжур, такой небольшой приятный ресторанчик. Его ведут владельцы, молодые ребята, не знаю, может быть до 40, пара. Очень красивое, симпатичное место, короткое меню, малая звезда Мишелина или Биг Гурман. И отмечены они также в Гомио достаточно хорошо. Будем пробовать все это.
Гребешки Сан-Жак. Салат. Фуагра. Как же во Франции без фуагры? Ризотто с барабулькой. Паэлья с треской. После обеда самое время погулять по деревеньке С. Здесь в С ресторан 2 звезды Мишелин в отеле «Золотая коза». Как-то совсем непривычно гулять улочками этого средневекового города, когда нет туристов. Вот тут много таких прикольных закоулков. Очень душевно. Вот он вход в этот ресторан. Там шикарная терраса, но, к сожалению, сейчас не сезон. И отель, и ресторан закрыты до 6 апреля. А теперь я хочу в свое любимое место. Вильфранш-сюр-Мер. А пока мы гуляем улицами этого замечательного городка, хочу сказать вам вот что. На самом деле я записал целых 3 видео с Лазурного побережья и в ближайшее время опубликую их. В этих видео я путешествую, посещая вкусные места в Антибе, Каннах, Сан-Тропе и еще в нескольких менее известных, но интересных деревень. Вильфранш и Кап-Феррат – особенное место. Здесь горы подступают ближе всего к морю и создают абсолютно уникальную климатическую зону. В бухту, где расположен Вильфранш, часто заходят круизные суда, и затем через портовые ворота и таможню туристы попадают в этот небольшой городок. А вот это место Вильфранш-сюр-Мер, где можно купить свежую рыбку прямо от рыбаков. Рядом с портом. Кажется, здесь самая дорогая недвижимость на Лазурном побережье, как для покупки, так и для съема. Чувачки ловят рыбку. Завидую людям, которые могут столько времени тратить
казалось бы, впустую. Вы только обратите внимание на ритм, с которым двигаются эти лодочки. Это такая медитация тай-чи. Что классно в Вильфранш, так это то, что вы практически не увидите здесь больших дорогих яхт. Это небольшие лодочки. И вот это создает милую атмосферу. Ну, до свидания, Вильфранш. Мне пора готовить ужин. Итак, что же нам понадобится для приготовления белой рыбы по-провански? Немного оливок, пару зубочков чеснока, лук-порей, финикл, сладкие помидорки, белое вино и травки. Это набор травок для рыбы. Немного перца. Блюдо готово. Еще пару минут рыба протушится вместе с овощным соусом, приготовленным на вине, и можно подавать на стол.